Ну что ж, привет. Вот еще одно видео, как говорится, в жанре «покажи свое наследие», «покажи свои воспоминания». Вот, и в этом воспоминании сегодня хотел бы поделиться, как говорится, тетрадкой. Ну, у меня еще одна есть тетрадка, в будущем покажу. По Барселоне, как видите. Бразильской школы Пеле, Витера Бора Феррейра Ривалды при помощи Кирюхи и соучастие Эдгара Давидса. Вот так вот. 99-й год. Вот. Ну что ж, на самом деле это где-то 2000-е, 2001-е, вот эти года в основном. Так. Иногда тут, конечно, были вклеены и чуть поздние этапы. Ладно, давайте не будем долго. Давайте вот первое я вот так вот покажу. Итак, смотрим в начале. Тут Пуйоль, да? Немножко про Барселону. Состав имеется. Вот в те года такой был. Кто сейчас вспомнит такого вратаря Дютрюэля? Да. Про Барселону. Да. Дальше, ладно. Давайте вам буду показывать. Дальше у нас идут сразу почему-то матчи сборных. Да, ну просто газетные вырезки из тех времен. Газетные вырезки. Вот Ривалдо тут. Но это не тот самый матч против Англии. Дальше. Тут интересная статья получилась. Как Фигу остался с Фигу. Видали? Предатель. Да, тут целая статья была про первый матч против Фигу. Да, предательский переход тогда был в те года. Ощущался он, конечно, не очень. Так, ну дальше мы просто видим другие тоже фоточки. Даже тут 5. Ривалдо, конечно. Ривалдо. Так. Дальше вот такие истории. Немножко Клюверт. Тоже Ривалдо. Клюверт тут. Вот тут часто Клюверт, конечно, мелькал. Дальше у нас немножко такие тоже Ривалды, Клюверт. Как раз в этой форме, которая у меня на фоне. И некоторые матчи. Некоторые матчи можем поглядеть. Видите, тут тот самый матч, где хитрик Ривалдо был. Или, например, Барселона 6-0 Тенерифе. Тут Клюверт в покер делал. В основном тут, конечно, Клюверт забивал. И смотрите, тут одна ошибочка где-то. Рейна тут записан как защитник, а он был вратарем. Хосе Рейна. И вот он где-то как раз вот матч с Тенерифе играл. Да. Поэтому дальше давайте двигаемся. Не растягиваем. О, тренер ПСЖ. Да. Тренер ПСЖ Луис Энрике тут. Ну, Луис Энрике тут часто будет мелькать в этих вырезках. Вот. Да, тут, кстати, неплохо так наклеено все, на самом деле, так параллельно, да? Параллельно наклеено. Так, потом мы видим, и смотрите, и Марадона. Была такая тоже статья про Марадону. Тогда впервые узнал, что он в Барселоне играл. Не по вашим этим интернетам. Мостовой. Тут тоже Мостовой. Сам, говорится, царь. Как он себя величает. Так, ладно, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Тут какая-то свадьба Клюверта. Вот интересно, остался ли этот брак еще в действии? Или все быстро меняется? О, знаменитая троица. Кубок Америки в руках. Роналдо и товарищи. Жалко, кстати, по-моему, тут нет у меня золотого мяча в руках Ривалды. Дальше вот такие истории. Видите, в Китае, оказывается, был очень популярен футбол. И можно даже было погладить Ривалдо по щеке. Как тут пишут. Да. Клювер тут. А, это Пуйоль тут. Такая фотка забавная. Вот. Тоже такие истории были. Смотрите, как-то Барселона играла с Вислой, и тут, оказывается, Ривалдо хитрик сделал. И спас Барселону.
Тут уже и Савьола, как мы помним. Савьола. Да, вот Марадона. Марадона, конечно, там... Ладно, про Марадону. В eFootball я играл такой моделькой как раз. FIFA 95 тут вклеено. Да, из какого-то журнала нашел, тоже подклеил. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. По-моему, это был большой плакат с Клювертом, но остался кусочек всего лишь его, поэтому сюда и вклеен был. Да, матч с Лионом, с Байером. Тоже классная форма, мне кажется, Барселона была. Вот эта вот серебряная. Почему-то сейчас все время они на желтое напирают. Ну, типа, Барселона не может играть, типа, в цветах Реала, да? Ну, как мне кажется, стильно было, выглядела именно серебряная такая форма. Таких не хватает немного. Да, тоже тут Ривалдо. Конечно, везде Ривалдо, везде Ривалдо. Шампанское пьет Барселона. Ну, сейчас, конечно, разожжем. Если кто-то это увидит. Такие тоже подрисовки у меня были. И тут написано: я плакал везде. На поле, в раздевалке в номере отеля. Говорит Рауль. Да. И такой. Я, правда, не знаю, что это за матч был. Видимо, может, матч против Реала. Какой-то. Ну, дальше мы видим... А дальше мы видим месть Фигу. И вот тут не очень хорошее изображение. Но оставим это на моей совести моих тех лет. Да, Фигу тут забил победный. Ворота Барсы. Точнее, нет, второй мяч забил. Негодяй-предатель. Так, немножко тут Марадоны. Тут вспомнит такое Абелардо. Ну, не из Газмяса, конечно, Абелардо. А совсем другой. Тут мы видим и форму вот эту, которая у меня на фоне. Кстати, не часто она почему-то тут вырезка, хотя я всегда думал, что она должна быть чаще. Но это все-таки были года еще и 2001, 2000. Марадона не мог пропустить этот матч. Артега тут в объятиях Савьолы. Немножко про Савьолу тут, видите, тут вклеивал. Ромарио. Сняли покер падлы, написано. Ромарио. Перерыв на сборную. Ну и уже конец, конечно. Вот такой вот Клюверт. Против Севильи. Клюверт, как говорится, в сборных. И вот такой фьючер. Роналдиньо, будущее Роналдиньо. Тут немножко про Барселону. Тут какая-то современная фотка. Это я потом уже вклеивал. И вот, собственно, тоже немного тут информации. Возможно, она уже вся, конечно, устарела. Ну ладно, не будем затягивать. В следующем видосе, возможно, вам покажу, конечно, как его, другую тетрадку интересную про про Манчестер Юнайтед. Ставьте лайк, если вам понравилось, делитесь воспоминаниями. Занимались вы ли таким подобным, вот, такими вот работами. Ну, это в те времена, когда не было интернета, было прикольно. Черпали информацию. А вот моя футболка, как говорится. Футболка моя. Хотелось бы похвастаться. Ривалдо. Видали как? Вот так вот. Такая вот Ривалдо. Барселона. Ну, в ней я уже делал такой контент по Лиге Чемпионов за Барселону. Можете глянуть. Приложу в описании. Ну все, на этом видос заканчиваем. Увидимся еще. Ставьте лайки, пишите воспоминания про это все. Всегда будет интересно почитать. Давайте.